Я заснял, ребята! Находимся на высоте 1777 метров. Просто готовы? Пам-парам-пам-пам-пам. Здорово, ребят! Добро пожаловать в новое велопутешествие. В этот раз мы с вами отправимся в гористую, солнечную, теплую Турцию. Преодолеем огромные подъемы. До вершины осталось буквально чуть-чуть. Посмотрим красивенные виды. А тут даже говорить ничего не буду. Поймаем красивенные закаты, переночуем в палатках. Вот такой вид. Ну, естественно, искупаемся в море. В этом путешествии у нас будет 3 человека, 3 палатки, 3 велосипеда, огромное количество эмоций и приключений. Мы купили авиабилеты, составили маршрут, обозначили основные точки пути, которые хотим посетить. До вылета нам ждать пришлось полгода. Время пролетело очень-очень быстро. За 2 недели до начала нашего путешествия заходим в новости и узнаем, что в Турции произошло сильное землетрясение. Плюс массовые протесты в Турции не утихают. Нас это немножко напрягло, но не испугало. И вот мы уже собираем коробки и выдвигаемся в аэропорт. Ставьте турку на плиту и полетели с нами в Турцию. Необычное начало. Мы находимся в аэропорту, и у нас начинается новое велопутешествие. Будем сейчас загружаться и двигать на самолет. Вес коробок должен составлять 23 килограмма. Спортивный инвентарь у Белавия стоит 25 евро в одну сторону. Указали, что это велосипед, 23 килограмма, ну и дополнительно мы взяли вот такую коробочку, потому что мы не вместились в эти. Гели, все зубные пасты положили в коробки, все колющие, режущие положили тоже в коробки. На борт мы взяли только электронику. Лететь на самолете нам примерно 5 часов 30 минут. Приземлились в Стамбуле. Огромный аэропорт, просто огроменный. Я, если честно, в таких огромных аэропортах еще ни разу не был. Короче, тут путаница произошла с нашими коробками. Ну, так как мы едем с негабаритным грузом, поэтому нам немножко пришлось побегать, этот груз поискать. У нас дальше автобус. Гостиница в Стамбуле находится прямо на автовокзале. Мы так выбрали, потому что нам на следующий день, то есть завтра вечером, выезжать с этого места уже в Каппадокию. Очень удобно. А сегодня мы будем гулять по Стамбулу. Но сейчас надо пока добраться. Есть охота, капец. С магазина вышли. Нормальные телевизоры, братья. Хорошие телевизоры, 65 дюймов, покупаем, недорого. Да, самое главное, здесь вот написано «Ехай гей». Загрузились в автобус, и то с проблемами, но загрузились. Был забронирован номер, и нам подтвердили на букинге. Просто отель закрыт максимально. Все закрыто, отеля просто нету. Вон с той стороны тоже отель есть. Короче, здесь все походу по вот этому центру. Все закрыто. Чтобы вы понимали, мы с 4 коробками. Нам с этого вокзала завтра вечером выезжать. Мы сейчас нашли какой-то отель, но надо сейчас найти тоже какую-то машину, какого-то турка, чтобы нас довезли до туда. Ночь не спавшая, перелет, на улице не сильно жарко, не супер весело. В аэропорту не поменяли бабки. То есть у нас евро есть, а лиры мы не поменяли. Здесь только такие маленькие такси, которые... То есть маленькие такси, которые не могут взять большие 3 коробки. Сейчас будем что-то выдумывать, потому что это просто трэш. Мы нашли такси, которое за 1000 лир нас довезет до отеля. Маршрутка набита коробками. Я еду примерно вот так. Блять, что происходит?
У нас других вариантов просто нет. Такого путешествия мне еще никогда не было. Просто никогда. Выгрузились. Блять. Вот наш отель. Вот он. 96 евро отдали. Здесь 2 кровати. Ну и двухспальная кровать здесь. Вот с таким вот видом. Есть проблема выселения из гостиницы в районе 12. Автобус у нас в районе 8-9 вечера. А они коробки оставить не могут. Вот тебе и приключения. Сразу в первый день. Проще было, наверное. Ну, понятно, сейчас это легко рассуждать, когда уже куча всего случилось. Что мы могли повлиять? Отель, можно сказать, не существует. Хотя подтверждение брони есть, это просто подстава. Зашли в Декатлон. Я купил себе шорты. Славик купил себе фотохромные очки. О, вот так это выглядит. Ван Ризл. Сейчас ищем обменник, чтобы обменять валюту, потому что ходить без турецких лир — это такое себе. После этого надо наконец-то уже поесть. Первый день продолжается. Мы зашли в Икею и не можем найти выход. Просто у нас первый день сегодня решил просто добить. У нас уже кукуха едет. Мы сегодня без еды, без воды, с этими всеми делами, с коробками. Ё-моё, вообще планировалось, да? Мы уже просто такие вымотанные. Макароны, мясо, короче, нормально так углеводиками запихались. Заказали одно, у них тоже не оказалось порций. Главное, что поели хотя бы чуть-чуть. За долгий период, наконец-то, наши желудки полны. Более-менее. Сейчас еще подерутся пацаны. Пацаны, не конфликтуйте. Они прям... Зашли в кофейню. Кофе, турецкие сладости. Прогулялись по вечернему городу. Очень объемный такой кусок эмоций, который как будто я не 10 минут прогулялся, Сильный контраст с тем, что... а несколько часов, как будто вот окунулся. Буквально, говорю, километром прошел. Кофе на турке, водичка и сладости. Я думаю, мы это заслужили сегодня. Вот мы сейчас попили кофе, съели вот эти вкусные турецкие сладости, очень вкусные, реально. Там, правда, они очень-очень приторно-сладкие, но прям как они хорошо зашли. И вот мы сейчас решили прогуляться до отеля, и здесь такой классный вайб. Мы когда зашли в кафешку, дядечка там такой прям колоритный, такой добрый, видно в глазах энергетика, принес нам это на блюдечке, классно. Зашли в магазин, купили воды, всяких сладостей. Завтра у нас будет квест загрузиться в этот автобус с нашими коробками и велосипедами. Ну, надеюсь, мы уедем и все будет четко. Мне прям нравится. Вот мы гуляем, расслабились. После нашего сегодняшнего вот этого напряженного дня направляемся в номер, ложимся спать, отдыхаем. Если у тебя болит живот, значит кто-то там живет. Что это, мне молоко просто подогрело? Второй день в Стамбуле. Начало. Hello. Проснулись, пробудились, помыли лица. Все живы. Здорово. Пришли в Икею и взяли вот такие вот порции. Будем запитываться. Турция, Стамбул, ребята ищут закладку. Все нормально. Так, что у нас происходит? Что у вас происходит? Купили билеты на сегодня на 8 вечера автобус до Гереме.
Гюреми. Подошли в компанию Camel Cots, ну типа европейская Flixbus, у них это Camel Cots. Нам сказали, что узнавать у шофера, возьмут ли нас с велосипедами. Какие-то деньги предлагать, чтобы нас взяли, потому что другого пути у нас нету, нам обязательно надо попасть на этот автобус и как-то двигать. Погода распогодилась, 16 градусов, тепленько, уже в маечках. Решили доехать до исторического центра Стамбула на метро. Вчера на автобусе, который с аэропорта вез нас в отель, мы думали, надо какие-то карточки покупать, но можно спокойно прийти к водителю, он по вашей карте проводит виза и MasterCard. Все проходит так же, как и здесь. Мы сейчас прошли просто по нашим банковским картам, то есть не надо ничего покупать. Надо иметь в виду, что лучше, чтобы была наличка, потому что в некоторых местах у нас не проходили карты. В терминале у таксиста, например. Погнали. У нас пока цель добраться до одной большой, а от нее уже дальше пойдем. Дожрать мы пойдем, на самом деле симулируем культурную программу. Симуляция. Что это за мечеть? Подходим к мечети Сулеймана. Сулеймания. Ну красота, просто балдежная красота. Коты, собаки просто на диком выгуле. Их очень много здесь, и они достаточно большие, но они дружелюбные. Кстати, у некоторых даже на ухе бирочка такая, что они чипированы. Вот собака гуляет, вот одна лежит. Это я не про Славика, а про собак. Ну и чтобы зайти в мечеть, естественно, надо полностью, чтобы у вас был закрыт низ. Но если вы пришли в шортах... По-моему, давали в прошлый раз платки, чтобы закрыть, ну, девушкам, соответственно, головы. Мы все проходим по дресс-коду, поэтому мы спокойно можем заходить. Ильюха просто был уже в Турции, поэтому он немножко тут шарит. Он ответственный за эту лопату. Кто ответственный за лопату? Заходим в эту магию. Отдыхает. При входе надо обязательно снимать обувь. И все. И можем заходить. Закрыли, поэтому одеваемся обратно и идем в следующую. Просто смотрите, тут машины едут сюда, машины едут оттуда, а мы просто так вот через машины. У нас вот так принято. На уверенном идем. Жалко, что не на велике. Они не двигаются, потому что один чел, он там, он просто перегородил всю дорогу. О. И вот так проходишь. По-другому здесь никак. Все забито. Все в машинах. Очень много народа. Нам говорили, что в Турции надо держать сумки и ценные вещи при себе. Обязательно вот так вот спереди. Очень удобно. Эй, Жан, как дела, Жан? Жан. И Славика Артиллерия проработала. чисто какие-то птеродактили. Молитвы идут прям по всему городу. Но это добавляет антуража. Вот нашли какую-то кафешку. Сейчас тут будем принимать пищу. Принесли лепешечку. Ребята заказали супчик. Что за суп? Чечевичный. Чечевичный. Наконец-то принесли мое. Опа. Тут такая подача. Тебе приносят, ты заказываешь кебаб, а тебе к нему еще куча всякой другой еды. Вкуснятина, я. Это прям крем-чиз какой-то такой. Решили затулить очень вкусную кафешку. Вы тут со своими тортами, я тут со своими этими колбасками какими. Мы их нашли на бомбу кинул он. Ну, не лично он, но его брат.
Пришли мы в голубую мечеть. Чтобы вы понимали, очередь там примерно, наверное, всю мечеть вот так вот огибает. Хоп-хоп-пам-пам-пам-пам-пам. И туда, и прям далеко-далеко. В какую-нибудь мечеть вовнутрь зайти хотелось бы обязательно. В каждой мечети по 4 вот этих столбика. В голубой мечети их 6. А это фонтан, ребят. Фонтан, фонтан. Это все правильно, вот это же раскопки. И вот пока было принято решение дойти до той мечети, где мы были раньше, самая первая, которая закрыли, поэтому одеваемся обратно. И решили пройти через Гранд-базар. Перед каждым входом надо все вещи металлоискателем проходить. Это не только сюда, это во все супермаркеты и торговые центры. Это везде такие правила, которые надо пройти. Он был построен в 1453 году. Стамбул имел пару названий. Это Византия, Константинополь, Стамбул. 660 год до нашей эры. Просто вдумайтесь, какие годы этого города. Таков путь воин. Лежит через Гранд-базар, правильно. Ну, через желудок, сладости Турции и через Гранд-базар. Это правильно. Мы, в принципе, все это попробовали. А есть неприличная часть Гранд-базара. Здесь так носки впаривали. Купи носки. Он говорит, ну, купи носки. Купи носки, говорю. Типа. Вот так. Ну. В Стамбуле есть такая надуриловка, известная очень. Кто сюда собирается, лучше быть в курсе. Друзья, смотрите внимательно вот на этого человека. Видите, у него в руках щетка и принадлежности для чистки обуви. И вот он роняет щетку. И, видимо, не ожидает, что я ее не буду подбирать. Вот это крючок, на который нельзя вестись, потому что можно знатно так попасть на бабки. Вот наша мечеть, и тут такой вид открывается, но это не описать словами. Какая красота. Просто вау. Голубую мечеть, там огромная очередь, так же, как и во вторую мечеть рядом с ней, которая находится. Буквально недалеко, в 2 километрах отсюда, находится мечеть, где народу вообще нету. Можно посидеть спокойно, без очереди. Ну, там из туристов просто какая-то сумасшедшая очередь. Если у тебя один день в Стамбуле, не хочется на это время тратить. У меня проблема, короче... Моим сандалиям пришел конец. Идем в Декатлон сейчас купить новые сандалии, эти выброшу к чертовой матери. Чувак говорит экономи, да? На экономи. Его злая мальчика заставила много и долго работать. Но его нашел прекрасный принц и подарил ему шикарный башмачок в Декатлоне. Нет сил больше терпеть и ходить в греческих сандалях. Ля, модник, ну, как сын маминой подруги, отлично. У нас же была самая главная проблема, это когда мы выселяемся, загрузиться в автобус и успеть. Вызвали какой-то трансфер со Славиком, с этой коробкой, летели до вокзала, там примерно километр мы с этой коробкой протащились, нашли, короче, автобус. Вот автобус до Гереме, мы добазарились там с каким-то челом, отдали ему 120 евро. Тут начали пихать коробки в автобус, водитель такой выбегает, типа, no. Прибегает мужик, которому мы заплатили 120 евро, он такой, типа, разруливает, и, типа, это мы заплатили, все, их, пожалуйста, примите. Коробки наши загружены. Вон они пошли, сводила деньги, походу, делись. Ну ладно, нам главное было уехать. Экспириенс, конечно, нереальный. Пацаны, давайте не терять время. В магазин купить воду, потому что у нас сегодня ночной переезд. Самое главное, мы добежали, мы все решили. Главное сейчас доехать до Каппадокии, а там уже отдыхать, чилить, ходить гулять и все такое. Всегда берите запасы, думайте про такие ситуации. Особенно в тех странах, где это могут надурить, могут взять и все такое. Поэтому будьте внимательны. Пока у меня одни эмоции, я на горячую голову даже говорить не хочу. Ну, мы едем. Да, самое главное, мы загрузились и мы едем. Мы на галерке. Самый конец.